Всем привет! Летний сезон уже отгремел, впереди нас ждут новогодние праздники. Однако, когда это останавливало любителей портативных беспроводных колонок? Конечно, для посиделок на открытом воздухе сейчас не самый сезон, но сегодняшняя колоночка вполне способна создать настроение и в домашних условиях. В своем сегодняшнем видео я расскажу о новой Bluetooth колонке Sounark P4. Внешне, да и по своим техническим характеристикам, она очень похожа на Tronsmart T7 Lite, однако при этом стоит всего в районе 2000 рублей. Разумеется, данная колонка немного проще, хотя бы даже потому, что фирменного приложения для нее производитель не предусмотрел. Тем не менее, основным и неоспоримым преимуществом в данном случае лично я считаю ее цену. Итак, перед нами черное устройство цилиндрической формы, обтянутое черной акустической тканью. Это такой классический строгий вариант без наворотов. Других цветов у данной модели нет, по крайней мере на момент выхода этого обзора. Сам бочонок имеет длину в 188 мм и 74 мм в диаметре по всему корпусу. Весит колонка 580 грамм, а для ее транспортировки здесь предусмотрен тканевый шнурок. На так называемой лицевой стороне поместили лаконичную надпись Sounark. Отдельных ножек для устойчивости в горизонтальном положении здесь не предусмотрено, однако во всю длину корпуса немного выступает область с кнопками и разъемами, которая как раз таки и препятствует покатушкам колонки во время воспроизведения музыки. Но при желании устройство можно поставить и на один из торцов, который покрыт тем же силиконом, что и на блоке управления. Производителем заявлен класс защиты от воды по стандарту IPX5, но почему-то на самой коробке указан IPX6. В общем, колонку лучше не топить и придерживаться рекомендаций производителя, а также, я думаю, лучше учитывать меньший стандарт. Сам блок управления имеет механические клавиши, покрытые силиконом. Здесь у нас, как обычно, есть play-пауза, переключение трека вперед и назад, которое совмещено с регулировкой громкости, кнопка Power и Bluetooth сопряжения, а также мультизадачная клавиша M. В колонке имеется встроенная светодиодная подсветка и 5 режимов ее работы. Лампы разместили в круглые торцы корпуса, а переключать их между собой можно с самой колонки посредством однократного одновременного нажатия кнопки Power. В нижней части кнопочного блока под заглушкой расположены все интерфейсы. Здесь имеется разъем для зарядки Type-C, слот для установки карточки памяти формата microSD, и сюда же воткнули еще и Type-A гнездо для установки обычного классического флеш-накопителя. Разумеется, и про AUX разъем для подключения к источнику звука по проводу тут также не забыли. Здесь использован стандартный вход мини-джек 3,5 мм. Небольшой провод для этих целей идет в комплекте с устройством, ровно как и кабель для зарядки. В общем, по части источников здесь очень много возможностей. Я как-то уже отвык от такого изобилия в других колонках, поэтому за данные опции однозначный жирный плюс. За связь со смартфоном отвечает современный модуль Bluetooth версии 5.3, а передачу звука обеспечивает единственный имеющийся аудиокодек SBC. В принципе, ожидать чего-то более крутого от колонки стоимостью в плюс-минус 20 баксов я бы не стал. Аппаратно за звукоустройстве отвечает 2 активных динамика и 2 пассивных излучателя. Суммарная мощность всей системы получается порядка 20 Вт. Исходящий звук здесь направленный и не распространяется равномерно на 360 градусов, однако играет устройство довольно громко и способно обеспечить звуком как небольшое помещение, так и уличные посиделки у мангала. По качеству звучания могу сказать однозначно, что колонка подойдет под все современные популярные жанры музыки. Несмотря на довольно простую конструкцию, низких частот тут приличное количество, но, разумеется, без избытка. Колонка играет чистенько, не хрипит, не ловит перегрузов даже на 100% уровне громкости. Бас здесь есть, но не стоит надеяться на супербасхедность этого устройства. Низких частот тут вполне хватает для создания отличной атмосферы. Звук изнутри исходит объемный, драйвовый и весьма приятный. Инструменты хорошо различимы, а вокальные партии не съедаются более низким частотным регистром. Разумеется, все это дело создано не для аудиофилов, поэстетствовать колонка не позволит, а вот настроение в целом создает хорошее. За счет настройки широкой середины звучание здесь получается масштабнее даже в отсутствии опции 360 градусов. Разумеется, это колонка бюджетного уровня, но я бы, к примеру, ее с легкостью мог бы поставить на один уровень с T7 Lite от Tronsmart. Она также будет универсальным решением под разные задачи, которые сочетает в себе компактность и легкость. При этом, несмотря на отсутствие
отсутствие приложений производитель наделил колонку двумя встроенными звуковыми надстройками – вокальной и басовой. Переключаться между ними можно посредством нажатия клавиши M. Да, это, конечно, не ручной эквалайзер и не куча пресетов, но звук меняется, и для кого-то этого будет вполне достаточно. Лично мне басовый пресет зашел, так что в основном все прослушивал именно с ним. В обычном режиме без обработки колонка звучит более ровно и не особо ярко, но улучшить звучание по низам даже аппаратно здесь можно, и это очень хорошо. И прошу не забывать, что стоит колонка недорого, а играет при этом на все свои деньги, если даже не больше. Thought I believe in miracles. You made me realize that you're the only one. Don't need to tell me what the future holds. Oh, I'll be fine 'cause we'll be late. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Как и в большинстве современных колонок, здесь также имеется опция стереопары, то есть имея на руках два таких устройства, их можно заставить работать одновременно от одного источника. Что же касается вопроса автономности, то данный параметр будет напрямую зависеть от сценариев использования устройства. Производителем указано 18 часов, но справедливо это лишь в условиях отключенной подсветки и на уровне громкости до 50%. Все остальное уже будет зависеть от частного случая. Если попытаться выжать из устройства все по максимуму, то часов на 6, я думаю, вполне можно рассчитывать. Внутри установлен аккумуляторный блок на 3000 мАч, чего при учете конструктивных особенностей и мощности динамиков должно хватить на это время. Тем не менее, если говорить в целом, то учитывая стоимость в районе 2000 рублей, колонка получилась удачной во всех отношениях. Я бы назвал модель P4 универсальным устройством под различные сценарии использования. Это реально компактная портативная колонка как для домашнего использования, так и для уличного. Так что если все вышеперечисленное вас полностью устраивает, то рекомендую присмотреться к этой новинке. Кстати, в качестве подарка на Новый год такая штуковина может прекрасно подойти. Стоит она недорого, а эмоции подарит положительные. Ну и на этой прекрасной ноте я, пожалуй, буду закругляться. Спасибо, что посмотрели это видео. Лайк, подписка по желанию и до новых встреч в моих следующих обзорах. Пока-пока.